Здравствуйте, дорогие друзья! Часто при устройстве каминов, печей и дымоходов везде и повсеместно допускаются ошибки различной степени тяжести. От невнимательности и некритичной оплошности до катастрофических огрехов, граничащих с безумием, маразмом и преступной халатностью. Особенно их много, когда доверяют монтаж каминов, печей, дымоходов строителям все под ключ. Часто мне лично приходится исправлять эти чужие ошибки. И вот сегодняшний рассказ об одном таком конкретном исправлении. Итак, поехали. Все начинается с предварительного выезда и обследования. Такой прекрасный дом и камин. Камин на базе каминной топки Эдил-камин. Внешне все с ним вроде в порядке, ничего страшного не произошло, не считая того, что появилась трещина на футировке. Только единственное, что вот за все время он там как треснул, вон там он. Ну, это футировочная пластина, она меняется. Заказчик же обратился к нам для обследования камина на предмет соответствия нормам пожарной безопасности и поиска причины образования запаха горелого пластика. Что мы видим? Конвекционный короб. В конвекционном коробе отсутствует отсечка. Защита стены за камином выполнена без зазора. Там еще жить можно. Изразцы. Изразцы установлены не вполне ровно. Это отражается только на внешнем виде, и потому заказчик принял решение не переделывать. Установлены изразцы к топке без зазора. По решению заказчика не переделается. На коробе отсутствуют конвекционные решетки. Вроде как сделали выход нагретого воздуха сквозь перекрытие, но теперь весь жар поднимается к перекрытию. А как же оно выполнено? Второе. Противопожарный проход перекрытия. А выполнено перекрытие из рук вон плохо и опасно. А именно, не заполнены пространства и пустоты перекрытия. Теперь конвекционный воздух может перенести как тепло, так и мелкие частицы воспламеняющейся пыли и строительного мусора. Расстояния до древесины не соблюдены ни сзади, ни спереди от дымохода. Третье. Дымоход. Выполнен из сэндвич-труб с двумя уводами в сторону от оси. Дымоход был собран без применения заводских хомутов. Целостность наружного контура дымохода нарушена. Соединение осуществлялось на клепке, а местами на саморезы. Отсутствует опорная площадка. Ненадлежащее крепление. Неполная стыковка и саморазбирание. Над кровлей выполнено неправильное окончание. Сажа и дым попадают в утеплитель и в декоративный короб над кровлей. Ух, ничего себе. Утеплитель торчит. Дым 100% попадал сюда. Четвертое. Проход кровельного перекрытия. Выполнен не герметично, из него просто вываливается утеплитель в помещение. Там вату видно, ну, вот у меня прям уже начинает горло першить. Тебе насколько, да? Да, вы дышите этим. Нарушено расстояние безопасности. Решение по результатам обследования. Решено приводить имеющийся камин в порядок. Заменим дымоход и переделаем противопожарные проходы. Мы полностью демонтировали старый дымоход.
Расширили проем в межэтажном перекрытии. Мы полностью демонтировали старую опасную защиту стены за камином и псевдозащиту перекрытия. Давайте попробуем, а что с ним будет самим, с этим материалом. Напоминаю, это как бы огнезащита стены, которая была здесь сделана. И вот представляете, вот эту ерунду ставят внутри камина, вокруг топки, как будто бы для изоляции. Кстати, во многих магазинах ее тоже продают как негорючую. Делаем защиту стены за камином. Устанавливаем конвекционные решетки на место вырезанных изразцов. Расширяем проход в кровельном перекрытии. Предварительно все хорошо пропылесосив, устанавливаем дымоотводящий патрубок и делаем экран-отсечку. Уплотняем и защищаем периметр противопожарного прохода. Устанавливаем новый дымоход на имеющийся крепеж от старого дымохода. Закрываем проем в кровельном перекрытии. Завершаем работы над кровлей. Завершаем работы с перекрытием. Данный объект, как, впрочем, и множество похожих, явился результатом совместной деятельности неквалифицированного персонала и отсутствия контроля со стороны заказчика. Результат трудов чуть было не привел к печальным последствиям. Хорошие строители построили хороший дом, но вот взявшись за камин с дымоходом, откровенно облажались, чем запросто могли уничтожить и дом, и всех, кто в нем. Вы представляете, сколько же ошибок? Полный их перечень будет доступен в описании к данному видео. Теперь уверенно можно эксплуатировать этот камин без сомнения в его надежности и безопасности. Самое главное, другое обидно. Мне делали это был у меня на шеф-монтаж, который продает камины и устанавливает. Почему он так относится к этому, я не понимаю. Почему он так относится к этому, я не понимаю. Спасибо нашим дорогим зрителям за время, проведенное с нами. Ваши обоснованные комментарии по делу и искренняя признательность и благодарность нам крайне важны. Все непременно подписывайтесь и жмите колокольчик. Не пропустите главного. Ждем ваших историй и предложений актуальных сюжетов для видео. Вместе мы сделаем этот мир чище и лучше. По крайней мере, в области каминов, печей и дымоходов. С вами был первый экспертный канал «Камины, печи, дымоходы» и я, ее автор и ведущий Алексей Телегин. До новых встреч и берегите себя.